Всех приветствую на своем канале. И сегодня мы поговорим об апгрейде старых ноутбуков. Это будет как ответ на мое предыдущее видео о моем Dell, где я менял процессор. Вот я его, кстати, запустил. Вот. Но это я на старом процессоре запустил. У меня он не заработал. T9620 на этом ноутбуке не заработал. Это мой Core 2 Duo T8320. И на примере этого ноутбука мы поговорим о том, как реально можно апгрейдить старые ноутбуки. Это у нас оперативка, SSD-диск, процессор, экран, видеокарта и АКБ. Каждый сам для себя решает, в принципе, нужно это ему или нет, целесообразно или нет. В моем случае это целесообразно, но об этом будут позже видео, для чего он мне нужен. Запускается он, в принципе, мы сейчас пока буду рассказывать. Я его сейчас выключу. Вот. Здесь стоит у меня сейчас Debian 12. Вот. И заново включу сейчас. И вы увидите, что он запускается. Вот он выключается вот так быстро. То есть он немного обреженный же все-таки. Сейчас расскажем как. Так, блин, я не нажал. Ну вот, нажал, в принципе, чуть позже, на пару секунд. Смотрим, за сколько он запускается. Запускается он сейчас быстро за счет Debian 12. Я считаю, это тоже апгрейд серьезный после Windows 7 максимальный. На Windows 7 максимальный он гораздо медленнее работал. Вот. И плюс у меня здесь стоит на 120 гигабайт SSD-шка. Ну, начнем по порядку. Начнем с того, с апгрейда оперативки. Самое простое. Вот, кстати. Ну, 30 там, пускай, 6-5 секунд. Вот уже можно работать, в принципе. Вот сейчас мы запустим Chrome. Не помню, сколько здесь вкладок у меня было. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6 вкладочек. Вот он так запускается. Все, вот так работает. Ну, я считаю, что в принципе отлично. Так, откроем свой контент, творческую студию, неважно, что-нибудь. Значит, у меня один из подписчиков спрашивал, как я мог поставить сюда оперативку 8 гигабайт, если он, ну, как бы по описаниям, по характеристикам он поддерживает только 4 гигабайта. Ну, у меня и телефоны были Nokia и так далее, там как бы тоже писалось флешки 2-4 гигабайта, но я ставил 8, 4 вместо 2, и все работало. Здесь то же самое, на компьютерах то же самое, именно с оперативной памятью. Но единственный нюанс именно на ноутбуке, здесь вольтаж имеет значение оперативки. То есть вы берете DDR1, ну вот у меня в данном случае DDR1 здесь стоит. Я выбираю две планочки по 4 гигабайта. Вот, но вольтаж у меня должен совпадать, такой, как у меня стоял здесь. Это обязательно. Иначе они есть с разным вольтажом. Честно, сейчас я не вспомню, какой там вольтаж был. Но вот несколько подписчиков писали, что у них не получилось. И они действительно посмотрели на вольтаж, он был разный. Ну, там другие ноутбуки были, не Dell, а другие. Ну, тоже Core 2 Duo у них стоял и так далее. И тоже как бы оперативки было там у кого 2, у кого 4, хотели 8 гигабайт сделать. То есть можно взять две планочки по 4 гигабайта, но они должны совпадать по вольтажу.
А вот, допустим, здесь у меня получилось чисто интуитивно. Я тогда еще этого не знал. Я просто купил одну планочку, вставил 4 гигабайта, она работает. Я докупил вторую планочку, там же, в том же магазине. И у меня стало 8 гигабайт. И эту же планочку я беру, вставляю в свой, ну сейчас у меня уже его нету, у меня был нетбук Asus. Вместо 2 гигабайт я туда вставляю 4, и он не запускается. Почему? Да потому что, в принципе, я потом посмотрел на ту планочку и на новую, там был разный вольтаж. Я вот сейчас уже не вспомню, какой вольтаж. Что касается SSD диска, самое интересное, вот у меня случай был такой, что здесь на Dell M1330 у меня SSD-шка Fury Kingston 120 гигабайтовая. Вроде казалось бы, что там взял и поставил. Нет. Ни на Windows 10, ни на Windows 7 эта SSD-шка не работает. Я не знаю, как другие, я не пробовал другие, но я думаю, что заработают. Со временем я SSD-шечку еще какую-нибудь подкуплю и попробую, покажу. И сюда именно Windows еще раз поставить. Я SSD-шку запустил спокойно, без танцев с бубнами, именно на Linux Mint. Это я сейчас перешел на Debian 12. И на Debian 12 работает эта SSD-шка. И эта SSD-шка у меня на винде работала на Asus N450 нетбуке. Почему она здесь не работает с виндой, я не могу сказать. Если кто знает, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. Вот. Потом идем дальше. Процессор. Почему я решил поставить T96 сюда попробовать? Ну, потому что вот заходим на апгрейд процессоров. Вот я ввел себе процессор Intel Core 2 Duo, так как это все делают. И вот у меня такая там табличка совместимости. Вот мы ее листаем. И здесь у меня есть процессор и T9550, и T9620, и T9820, и T9920, и X9000. И я еще, кстати, на каком-то англоязычном YouTube ролике, сейчас уже не вспомню, видел, что именно на этот Dell парень поставил Core 2 Extreme X9000. Но тогда я не обратил внимания, что здесь частота шины 800 МГц. И на моем T8320, сейчас мы его найдем, вот, тот, который у меня сейчас стоит на Dell, тоже частота шины 800 МГц. Ну как, я обратил внимание, но немного посоветовался с этим самым, с Gemini, не спорю. Ну вот он мне написал вывод, поскольку чипсет и BIOS A15, который у меня стоит последний, могут работать, не знаю откуда он взял, что он могут работать с процессорами и уже поддерживают шину 1066 МГц. Ну, я решил подкупить этот процессор, и он был недорогой. Но на самом деле с процессорами, как с оперативной памятью, не получилось. Кстати, я не упомянул о оперативной памяти. У меня две планки по 4 гигабайта здесь, но частота 1000, вот как раз 1066 МГц. Но работает эта оперативная память здесь на Dell моем на 800 МГц. Я заходил смотрел через эту самую командную строку. Сейчас это просто будет очень долго, поэтому не вспомню эту команду. Но поверьте, она работает, хотя оперативная память куплена 1066 МГц или 1033, я уже не помню, ну 1000 с чем-то. Но работает она у меня на 800 МГц.
но все 8 гигабайт, 2 планочки в двухканальном режиме. Поэтому здесь, когда я поставил после, у меня было 2 планки по 2 гигабайта, вот, оперативной памяти, я поставил когда 2 по 4, это был прирост, ну, это было года 4 назад, в 2021 году. Прирост был серьезный. Ну, скажем так, я уже смог смотреть в YouTube HD ролики в HD качестве. Ну, естественно, если у меня там 2-3 вкладки, не больше. Вот, кстати, сейчас оперативки занято вот с хромом, там еще что-то у меня там, Viber, скорее всего, что еще в фоне открыт. В принципе, он там около 30%. Плохо, что показывают не количество, а именно такая линеечка. Ну, не суть. Ну, вы поняли по оперативной памяти. Там еще не только вольтаж важен, но и частота. Ну, частота как бы не настолько важна. То есть она, если вы покупаете более высокую частоту, чем у вас процессор, вернее, материнка поддерживает, то просто она будет на более низкой работать, и все, на своей. Ну, на экране мы останавливаться не будем, это на ноутбуках, больше касающихся, вот, допустим, Lenovo, ThinkPad, у них как можно апгрейдить экран, то есть, допустим, есть особенно T-серии и X-серии, это то, что я знаю. У них одна и та же модель может идти с тачскрином, без тачскрина, и IPS-ка, и TN-ка. И люди, ну, в принципе, об этом много роликов снято, просто тупо подкупают лучшую матрицу и подкидывают в тот же самый разъем. Ну, как бы, тут я останавливаться не буду, мне это не нужно. У меня, в принципе, вот на Dell, допустим, HD экран, если честно, по-моему, TN какая-то матрица, ну, мне хватает для тех задач, которые я для него выделяю. Видеокарту можно еще внешнюю сандальнуть сюда, но не вижу смысла. Как бы это будет, ну, с моей точки зрения, это не неоправданный апгрейд. Ну, только разве что, если вам интересно. Ну, АКБ это уже такой вариант. Это действительно интересные. Возможно, этим я позже займусь. Так как здесь у нас, сейчас я прикрою вот так, на Dell, допустим, он съемный, вот, и он здесь довольно-таки мощный, вот он большой. И здесь 18650 эти самые батареечки, и сейчас можно их купить, если раньше они тут ставились 800, 1500 емкость миллиампер-часов, там 2000 максимум, ну, то, что я встречал, как бы в Ютубе смотрел, то есть берешь, выпаиваешь, вставляешь, об этом есть в Ютубе много разборов, как это делается, то есть вы можете, допустим, у меня тут 7000 чем-то, 7600 миллиампер-часов аккумулятор, в этот же корпус я могу 14 тысяч, там 26, там, я не помню, я считал, смотря какие баночки эти покупать. И это не сильно дорого и даже дешевле, чем новый аккумулятор купить. Хотя ты попробуй еще найди на него новый аккумулятор. Если найдешь, ну он будет работать 2 часа, 2,5 часа. А у нас сейчас блэкауты, отключения, и мне интересные аппараты вот такого типа, как у меня ThinkPad E16. Вот, и сделать примерно так же хотя бы старенький этот. Просто увеличить емкость в 2-3 раза, чтобы он держал 3,5, там 4 часа хотя бы. Это сейчас актуально. И это будет стоить там, ну, порядка 500 гривен, может 600 гривен, если будешь сам делать. Это не так сложно. Но об этом, может быть, я сниму позже видео. Ну, в принципе, вот как-то так. Я надеюсь, что я ответил на вопрос по Dell, получилось у меня или нет.
с процессором нет, с T9620 не получилось. Вот могу сразу сказать, что я буду искать, вернее, я уже начал вчера искать. Самый лучший вариант это у нас T95 для этого дельчика. Здесь 2,6 ГГц, а у меня сейчас 2,4. 800 МГц шина, 6 мегабайт кэша L2. Это примерный прирост 25-30%, ну, опять же, ну, в обычных задачах. То есть это не рендеринг видео, там не... Ну, в каких-то играх возможно, я не игроман. Можно еще, конечно, сделать еще классный прирост. Core 2 Extreme X 9000. Но я даже в продажах таких процессоров не видел. Поэтому видел только англоязычный YouTube один ролик. Он там как-то смутно показывал, как он это делал. И он сзади, вот здесь у нас процессор. Вот кулер, процессор вот где-то здесь. Он здесь вырезал этот самый окошко. И туда радиатор прямо такой мощный, алюминиевый, приколхозил. Ну, для себя я не вижу такой, как бы, ну, 2,8, допустим, и 2,6, ну, будет больший прирост, да, ну, заметно, возможно. Но он 44 ватта потребляет. Не факт, что у меня моего этого самого хватит блока питания. Это раз. А во-вторых, в принципе, для рендеринга видео я взял себе ThinkPad, свою мечту. Буду еще обозревать его попозже. Сейчас особо времени нету, но расскажу об этом аппарате. Это действительно стоящий аппарат. Вот. Это фишка классная. И вот когда я начал рендерить видео на леновчике, я понял, что в принципе, ну вот здесь, если поднимать частоту, ну, там, пускай даже до 3,1 МГц, ну это для обработки видео ничего абсолютно не даст. Здесь важна многопоточность и видеокарта. Да, сюда можно, в принципе, всандалить выносную видеокарту с обычного ПК. Есть об этом видео. И да, даже Full HD можно здесь смотреть, даже можно рендерить видео. Но это, ну, мне уже это не интересно. Ну, в принципе, на этом сегодня закончим. И так уже видео немного затянулось. Я обычно стараюсь уложиться в 15 минут. Ну, как-то так. Всем спасибо. Кому интересно, подписывайтесь. Я немного даже огласил список будущих видео. Всем спасибо за лайки, за подписки, за комментарии. И, пожалуйста, ну, если кто немножко может меня поправить где-либо, в плане особенно SSD, меня этот вопрос интересует. Как бы на Dell, почему он у меня не работает, и ну, как-то, может, есть какой-то секретик. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, всем до свидания, до встречи. Всего доброго.